Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Давайте, друзья, ненадолго вернемся в один из знаменательных дней марафона показов недели моды в Париже. В то теплое воскресное утро, когда новый креативный директор Celine Майкл Райдер представил для модного дома свою уже вторую коллекцию «Весна-лето 2026». Прошлый дебютный показ он устроил в штаб-квартире бренда, что на улице Вивьен, где едва удалось уместить всех желающих попасть на презентацию. Однако сегодня дизайнер решил выйти, с его слов, за пределы привычных кубических белых залов. И вместо закрытого пространства выбрал столичный парк Сен-Клу. Идея Райдера проста и смела одновременно. Пусть мода дышит. Обычно утром в воскресенье в парижском парке все размерено. Неспешные прогулки, кофе на вынос, ленивые разговоры. Но в этот раз идиллию нарушили колонны черных машин и гости, которые будто сами не до конца понимали, куда их привезли. Слегка растерянные, они поднимались по склону, пока не увидели подиум Celine на красивой, обсаженной деревьями аллее. Настоящий модный оазис под открытым небом. И стоит сказать, это большая удача, что не пошел дождь. Иначе высокая мода рисковала превратиться в очень дорогую, но мокрую импровизацию. Но всем повезло, и комфортная природная локация стала идеально естественной сценой, где ветер играет с тканями, укладки живут своей жизнью, а солнечный свет скользит по силуэтам. Да, добираться многим из приглашенных на шоу зрителей было неудобно. Однако разве не в этом весь смысл – немного выйти из зоны комфорта? Как позже отметил дизайнер, ему вдруг захотелось распахнуть на рассвете пошире окно, вдохнуть полной грудью, а потом просто пойти в парк. Звучит легко, но за этой легкостью точный расчет. Райдер продолжает в коллекции разговор, начатый Эдди Слиманом и Фиби Файло, добавляя в него собственную американскую интонацию. Его вдохновляют не музеи, не архивы, а жизнь вокруг. Велосипедисты с накинутым на локоть шлемом, случайные сочетания одежды, которые рождаются не ради тренда, а ради удобства. Главная тема коллекции – баланс. Линейка стильных образов получилась аккуратная, гладкая, в то же время эффектная и наполненная доверху коммерческими хитами, оказавшись самой заманчивой и удобной для байеров в Париже и не только. Новый креативный директор не ломает коды бренда Celine, он их тщательно редактирует. Архитектурный крой здесь встречается с непринужденной спонтанностью, строгие линии с легкой причудой. Здесь звучит диалог между дисциплиной и свободой, где ни одна сторона не пытается победить. Цветовая палитра спокойная, но не скучная. Изначально она кажется сдержанной. В лидерах черный, жемчужный белый, приглушенный желтый, светлый коричневый и песочный. Однако на общем фоне в глаза активно бросаются пылающий красный, амбициозный фиолетовый, синий от глубокого полуночного до небесного. Цвета не сложные, а будто взятые из детского букваря. Они создают ощущение простой гармонии, такой нам сейчас необходимой. Принты, как вспышка. По стилю что-то в духе 60-х. Узоры появляются на подиуме, словно солнечные блики сквозь листву. Все напоминает сам парк. Немного тени, немного света и чуть-чуть волнующей ностальгии. Образы играют на контрастах. Маскулинные пиджаки с едва намеченной талией модели носили с узкими джинсами, либо напротив, с широкими свободными брюками. Облегающие поло с виртуозно задрапированными юбками, комбинируя верх и низ в разных оттенках. А смокинг сочетали непринужденно с белой рубашкой с расстегнутыми манжетами и воротником, будто после долгого вечера. Завязанные в узлы макси выглядят так, словно их скроил сам ветер. Платья бобидол из букле или с цветочным узором смотрятся дерзко, но в то же время очень трогательно. И, конечно, довольно важную роль играют в образах аксессуары. Стильной фишкой коллекции стали велосипедные шлемы с логотипом Celine. Тот самый элемент, который вызывает улыбку и вопрос: «Вы серьезно?» Да, вот так дизайнер запросто превращает часть защитной экипировки в модное дополнение гардероба и в очень точный комментарий реальной жизни. Еще отмечу акцентные ремни и пояса, огромное разнообразие сумок и обуви. Также заметной деталью коллекции стали шелковые шарфы и яркие цветные платки. Кстати, каждый из гостей получил подобный в подарок вместе с приглашением на презентацию. На мой взгляд, показ весенне-летней линейки бренда Celine вышел живым и настоящим. Точно не скучным, и все здесь очень даже по-французски. Это одежда, которая не требует жертвы ради эффекта.
Она живет вместе с вами свободно, уверенно и комфортно. Я надеюсь, друзья, среди представленных сегодня нарядов найдется хотя бы один, за который стоит поставить лайк. Приятного просмотра, дорогие мои! Всем красоты, оптимизма, добра! Пусть каждый ваш день начинается с теплой улыбки и в солнечном настроении!